Друзьям, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусный меренговый рулет. Готовится он очень просто. Рекомендую и приготовить и вам. Яйца я беру из холодильника. Они должны быть очень хорошо охлажденными. И тогда очень легко отделяются белки от желтков, и в белки не попадает никакой желток. Яйца тоже бывают разного размера, поэтому нам нужно взять 4-5 средних яиц. Вообще яичного белка должно быть 200 грамм. Лучше всего взвешивать, чтобы потом все приготовилось по рецепту и было того вкуса, как нам надо. Не было никаких сюрпризов. Яйца у меня мелкие, но яичного белка у меня 200 грамм. Желтки можно отправить в омлет, в какое-то другое блюдо, а сюда нужны белки. Яйца были холодные при отделении белков от желтков, а нам теперь белки нужно согреть до комнатной температуры, поэтому убираем просто в сторону и пусть стоит, белок согревается. А эта посуда, в которую я отделяла белок, должна быть сухой и чистой, чтобы никакого жира там не было. Буду готовить ягодное конфи. Я буду готовить из замороженной клубники. Можно брать свежие ягоды, замороженные, любые. Главное, чтобы ягоды были без косточки. Клубники у меня 180 грамм, так как это клубника из магазина. Я сейчас ее прям замороженную вымою и поставлю, чтобы лишняя вода с нее стекла. Все перекладываю в дуршлаг, быстренько сейчас промою и оставлю на несколько минут. У меня один лимон, для того, чтобы цедра у него была чистая, лучше всего вымыть фрукт с пищевой содой. Потом его хорошенечко вымыть, и вот нужно самую верхнюю часть, цедру, снять. 1-2 щепотки будет достаточно. Я сразу сниму со всего лимона, мне пойдет потом в другую выпечку. Отлично, я ее подсушу, а можно заморозить и потом уже и добавлять. У меня ложка столовая, глубокая, прям настоящая, не такая мелкая, как сейчас десертные, а называются столовыми. 1 столовая ложка с маленькой горкой сахара. Для всей выпечки я использую только кукурузный крахмал. Он не синюшный, не имеет такого вкуса, как картофельный. Кукурузного крахмала добавлю 2 чайные ложки с горками. Сюда же я добавляю 1 щепотку цедры лимона, можно взять апельсин. Не учла, что мне нужно немножко разрезать на мелкие кусочки. Отправляю на плиту на маленьком огне, буду все помешивать. Вот, все перемешала. Не люблю, когда ягоды темнеют, поэтому 1 маленькую щепотку лимонной кислоты я добавлю к клубнике. Добавила сразу же и лимонную кислоту, все перемешиваю. Нам нужно, чтобы сахар, лимонная кислота здесь растворились. Вся эта масса начнет густеть. После того, как она загустеет, закипит, после закипания провариваем еще 1 минуту, чтобы ягода не оставалась сырой. Продуктов здесь немного, поэтому густеет все очень быстро. Ну и готовлю я на маленьком огне. Вот ягодное конфи уже и готово. Теперь мне нужно все это переложить в тарелку. Немного буквально остынет, а потом я накрою пакетом в контакт, чтобы не заветривалась, масса не стала плотной, и все уберу в сторону пока на время. Возвращаясь к самой меренге. Вот эта емкость, в которой все будем взбивать наши белки, она должна быть сухой, чистой, не жирной. Так белки легко, быстро взобьются. Белки постояли, стали уже комнатной температуры, отправляю их в чашу. Подойдет абсолютно любой миксер. Ручным миксером это будет дольше. Сначала я взбиваю на маленьких оборотах и постепенно добавляю их. Сначала белки вот такие, теперь вот такие. И буквально я еще взобью 1 минуту. Нужно, чтобы жидкий слой белков преобразовался тоже в пену, чтобы не было никакого жидкого слоя. Были просто взбитые воздушные белки. Сразу же я отмеряю 280 грамм белого сахара и где-то в 3-4 приема добавляю сахар, все хорошенечко взбиваю на большой мощности миксера. За это время сахар весь растворяется, и к концу нашего взбивания там от сахара ничего не остается. Можно использовать сахарную пудру. У меня крупинки сахара достаточно большие, и они идеально здесь растворятся к концу взбивания. Если все сделаете поэтапно, как я рассказываю в видео, у вас все получится. И этот дорогой десерт уже не покажется каким-то там недоступным. Можно готовить для своей семьи и угощать. Вот такие белки получились. Вот этот носик, клювик, он пока еще такой, болтается очень легко, а должен быть стабильный. Мало взбила, поэтому продолжаю. А здесь уже масса получилась во всей красе.
Смотрите, эти все носики, они такие упругие, хорошо держат форму. И сама миска, когда мы ее переворачиваем, белки оттуда не вытекают, не вываливаются. Масса вся эта очень такая упругая. Вот сейчас белки уже готовы. Сюда же я добавляю 1 щепотку лимонной кислоты. Все тот же кукурузный крахмал, 2 столовые ложки с маленькими горками, ложка столовая глубокая. Теперь ни миксер, ни венчик, ничего не используем, можно ложку, можно любую лопатку. Перемешиваем так же, как тесто в шарлотку, снизу вверх, аккуратными движениями, чтобы не нарушить структуру белка. И по краю обводим и снова снизу вверх аккуратно. Если вдруг крахмал у вас какой-то сырой, там немножко комочки, обязательно все это сначала нужно просеять через сито, а потом добавлять сюда. У меня крахмал весь однородный, замечательно себя ведет, поэтому ничего не просеивала, все добавила, перемешала и все готово. Пергамент обязательно берите силиконизированный, чтобы потом вся эта масса у нас после того, как она приготовится, хорошо отошла от пергамента и ничего не прилипло, потому что потом, ну сами понимаете, все это на выброс будет. Жалко продуктов. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, тогда возьмите просто растительным маслом, хорошенечко смажьте бумагу и все выкладывайте. Противень у меня 28 на 30 сантиметров. Рулет у меня получится толстый, но не очень длинный. Очень важно, чтобы эта меренга внутри осталась влажной, а сверху была такая корочка. Пропеклась она, чтобы правильно, потом не приставала к зубам, не прилипала. Вот это очень важный момент. Во время приготовления я потом еще подробно расскажу. Духовку я уже разогрела до температуры 150 градусов по Цельсию и убираю туда на полчаса. Промежуточный этап готовки, местами этот корж начинает вздуваться, значит уменьшаем на 10 градусов духовку, он начинает далее оседать, уже не будет таких воздушных сугробов. 140-150 градусов мы должны температуру выдержать. Сейчас покажу, какая меренга должна получиться. Она получается и сверху, и снизу будет одинаково такая, как хрустящая. А внутри останется мягкой. Как только сняли меренгу с противня, сразу же выкладываем на новый чистый лист пергамент. И обязательно снимаем сразу же пергамент, потому что потом просто не снимете. Пергамент снимаем и оставляем меренгу остывать. Буду взбивать сливки. Чтобы сливки хорошо взбивались, я просто вот эту емкость убрала минут на 20 в морозилку. Она очень хорошо охладилась. И сами сливки тоже из холодильника. Это залог того, что у нас все получится. 150 мл сливок для взбивания, жирность 33%. Отправляю сюда. Добавляю 2 столовые ложки белого сахара без горок. И начинаю взбивать миксером с меньших скоростей, переходя на большие. Начала взбивать одним миксером, перешла на другой. Мне этим больше нравится. Я использую сыр жирный маскарпоне, его 250 грамм по весу. Вводить я его буду в 3 этапа. Добавляю часть, взбиваю. Как только все хорошо туда вбила, снова добавляю, так 3 раза. Можно взять сливочный творожный сыр без всяких добавок, безвкусный. И все то же самое сделать. Если вы меня смотрите, но не подписались на канал, обязательно это сделайте. Нажмите на колокольчик, и вам сразу же будет приходить уведомление о том, что на канале вышло новое видео, и вы ничего не пропустите. Сливки жирные. Сыр жирный, здесь главное не сделать теперь масло. Взбиваем до тех пор, пока у нас не остается такой хороший след от венчика. И перестаем, иначе будет масло, либо потом расслоится все. Вкусный воздушный крем, как мороженое пломбир, готов. Меренга должна очень хорошо остыть. И только тогда мы промазываем все этим кремом. Сразу пару столовых ложек этого крема отложите для украшения. Ягодное конфи остыло и выкладываю сюда. При помощи пергаментной бумагой все нужно свернуть в рулет. Плотно все не сжимайте, не придавливайте, чтобы начинка не вылезла. А свернуть вы всегда свернете. Будет аккуратный, красивый рулет. Обязательно приготовьте, это очень вкусный, нежный, такой воздушный, необычный десерт. Готовится он просто. Здесь пошагово прям все описала, рассказала и показала. Нежное воздушное облако готово. Рулет я теперь заверну вот в этот же пергамент. Отправлю его в холодильник, полежать там, пусть он полежит, немножко пропитается, где-то на 1 час.
кондитерский пакет и любая насадка, которая вам больше нравится. Подрезаю край пакета и выкладываю сюда пару столовых ложек вот этого крема, который мы взбивали, маскарпоне со сливками. Этот пакет я пока убираю в холодильник. Снимаем пергамент, сверху можно просто одним слоем промазать этим кремом. Ну, я вот так выдавливаю из пакета. Через насадку сверху можно украсить любыми ягодами. У меня замороженная клубника. Мы не планируем этот рулет долго хранить, чтобы он стоял там в холодильнике день-два. Поэтому нам не страшно, если немного эта ягода и потечет. Размокнуть этот рулет точно не успеет. Он вкусный и со стола улетает сразу же. 2 плитки шоколада. У меня шоколад горький. Я положу сейчас в микроволновку, импульсом его там растоплю, чтобы он стал таким жидким. Вариантов украшения может быть масса. Край я отрезаю, по 10 секунд я подтапливала этот шоколад, потом его там прям в пакете в этом размешивала и выдавливаем сверху. Это не просто вкусно, это очень вкусно, еще и красиво. Приготовьте обязательно, я думаю, что вам очень понравится. Юля плохого не посоветует. Готовьте, ведь домашняя еда самая вкусная и готовится она всегда с любовью. Меренговый рулет полностью готов, я его украсила. Это очень вкусно, готовьте. Кто считает калорий? Калорий, конечно же, здесь много, но не надо этот рулет есть постоянно, часто. Приготовили, полакомились и будет вам счастье. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.